Морозные окошки русских сказок, штурвал корабля, кафельная плитка в стиле гжель. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такой сказочный мотив крючком, я бы сказал, в таком деревенском стиле. Особенно если выбрать палитру красные, оранжевые, желтые, такой в стиле хохломы, то это будет стопроцентный деревенский стиль. В моем исполнении я взял вот такие цвета. Это все остатки, и как мне кажется, они отлично сочетаются между собой. Вот это кусочек у меня белой пряжи. Я что-то пытался вязать в филейной технике, но нить слишком толстая для филейной техники. Лучше все-таки вязать тонкой нитью. Но это я просто решил попробовать, но мне не понравилось. И вот я распустил и использовал в этой салфетке. Но, конечно же, эти цвета это только пример, вы можете использовать абсолютно любые, которые вам нравятся. Или вообще вязать все в одном цвете. В ширину такой мотив у меня получился 15 сантиметров. И по диагонали 21 сантиметр. В нем 9 рядов, и я вязал его крючком 1,75 мм. Использовал я вот такую пряжу. Это бразильская марка пряжи, 100% мерсеризованный хлопок. В этом моточке 500 метров и почти 150 граммов. Рекомендованный крючок под эту пряжу 1,75 мм. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей. Желательно, конечно, чтобы это был хлопок, потому что хлопок лучше держит форму. Вот так этот мотив выглядит с изнанки. Мастер-класс я сделал по мотиву, как я меняю цвета и как я их соединял между собой. Ну и в продолжении я показал, как я вязал вот эту обвязку. Но она, возможно, вам даже и не понадобится, потому что вы можете вязать этим мотивом, например, плед или что-нибудь еще. Расчеты по кайме я, конечно, не делал, так как тут простейшая обвязка столбиками. Это была сплошная импровизация. Как в море с тиной зашел, что прилипло, в том и вышел. В общем, все ограничивается только вашей фантазией. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, это мотивирует меня снимать больше мастер-классов. Вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю. Нить назад и придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем ее. У нас здесь образуется вот такая петля. Теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить и протянуть ее. Сейчас я цепляю рабочую нить. И вот у нас сейчас на крючке получилось вот так 2 петли. Я их вот так пальцами придерживаю, а другие пальцы из кольца вытаскиваю. Аккуратно, чтобы ничего не развалилось. И теперь вот так пальцами это кольцо держу. И уже теперь протягиваю нить в эту петлю. И вот так хорошо затягиваем. Вот получилось наше кольцо амигуруми. Сейчас еще раз покажу. Берем нить, кладем на палец, оборачиваем и скрещиваем. Сзади придерживаем. Вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем ее. У нас здесь вот образовалась петелька. Теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить. У нас сейчас на крючке 2 петли. Пальцем придерживаем и другие пальцы из кольца вытаскиваем. Держим это кольцо и протягиваем нить в эту петлю. И затягиваем. Все, наше кольцо амигуруми готово. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с 2 накидами, и между столбиками вот так будет у нас по одной воздушной петле. Для этого я сейчас выполняю 4 воздушные петли подъема, как первый столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 и 4. Это столбик с 2 накидами. Теперь 1 воздушная петля еще. Это как арка. Выполняем 2 накида и в это кольцо провязываем столбик с 2 накидами. Вставили крючок и провязываем первый накид и второй накид и закрываем столбик. 1 воздушная петля, опять 2 накида на крючок и в это кольцо провязываем столбик с 2 накидами. Первый накид, второй накид и закрыли столбик. Опять 1 воздушная петля. И таким образом нам нужно провязать всего 16 столбиков с 2 накидами и между столбиками по 1 воздушной петле. Вот я провязал уже
3 столбика, всего 16. И 1, 2, 3 и так далее провязываем до конца. Если вдруг вы провязали несколько столбиков и у вас вот здесь место заканчивается, то есть хвостик вот этот короткий становится, вы за него вот так аккуратно немножечко тяните, затягивайте кольцо, но не сильно. Просто освободить место, чтобы нам продолжить вязать столбики. Итак, вот я провязал 16 столбиков с 2 накидами. Считаю вместе с вами вот по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 столбиков и везде по одной воздушной между этими столбиками. После последнего столбика я также выполнил здесь одну воздушную петлю. И теперь нам нужно замкнуть все эти столбики вместе в кольцо. За этот хвостик берем и аккуратно тянем. Чересчур сильно не перетяните, чтобы у нас все вообще волной не пошло. Аккуратно тянем и закрываем, не спеша. Все, вот этого будет достаточно. Теперь сейчас я вот эту петлю вытащу немножко подлиннее, чтобы у меня ничего не распустилось. И вот этот хвостик, как я прячу? Я его не обрезаю, потому что, ну, если тянуть, вдруг, если что-то там у нас может распуститься. Я вот так наизнанку сейчас переворачиваю. И вот эти у нас воздушные петли подъема, которые были самые первые, я сейчас этот хвостик вот так в эту косичку, вот так просто спрячу, вот до самого верха. Сейчас беру вот так, разворачиваю, вставляю крючок. Вот у нас просто какая-нибудь самая первая, не сильно высоко петля. Вставили крючок, зацепили наш вот этот хвостик и его протянули. Вот так. Если вы хотите, вы можете, пока мы сильно ничего не затянули, за этот хвостик потянуть и колечко еще немножечко подзакрыть. Далее вставляем крючок уже в следующую петельку в этой косичке. Не спешите. Будем спешить, у нас ничего не будет получаться. Наши нервы закончатся, и мы все бросим. И протягиваем в следующую петельку. Вытягиваем. Можно развернуть, если вдруг вам неудобно. В следующую протянули, ой, точнее вставили крючок, протянули наш этот хвостик. И так его постепенно, вот у меня 4-я петля подъема, последнюю 5-ю петлю мы оставляем, потому что она у нас идет здесь как арка между столбиками. И протягиваем этот хвостик сюда. Все, вот так. И он у нас там сейчас в косичке. И здесь его нам не нужно никуда прятать. Уже спрятали. Теперь возвращаю крючок в нашу рабочую петлю. Затягиваю. И теперь вставляем крючок в 4-ю воздушную петлю подъема. То есть вот одну петлю мы оставляем на промежуток между столбиками. И вот она, 4-я петля. Мы в нее вот так вставляем крючок. Цепляем рабочую нить. И уже через все вот так петли протягиваем. То есть выполнили соединительную петлю. Все, и таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Во втором ряду нам нужно провязать в каждый столбик, столбик без накида, и в каждую арку между столбиками 2 столбика без накида. То есть вот этот ряд у нас. Тут только столбики без накида. Сейчас вот этот хвостик я сейчас вот так обратно сюда кладу и под столбиками второго ряда буду вот так прятать его. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема. Она у нас за столбик не считается, просто подняли высоту ряда. И теперь сюда же, в этот же столбик, в вершину воздушных петель подъема предыдущего ряда, мы вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Теперь перед нами следующая арка 1 воздушной петли. Мы сюда провязываем 2 столбика без накида. В арку вставили крючок, провязали 1 столбик без накида и 2. При этом вот хвостик у меня там под столбиками прячется. Можно немножечко вот так его натягивать. Все, вставляем крючок в следующий столбик и провязываем столбик без накида. Затем в следующую арку 2 столбика без накида. 1, 2. Опять в следующий столбик 1 столбик. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик 1 столбик и в каждую арку 2 столбика без накида. По завершении работы у вас работа будет вот так немножечко фалдить, кривить. Ничего страшного, не переживайте, у меня будет все то же самое. Итак, вот я провязал второй ряд до конца, выполнил последние 2 столбика без накида в арку. И теперь нам нужно просто соединиться соединительной петлей с самым первым столбиком без накида. Вот он, наш самый первый столбик без накида. Мы в его вершину вставляем крючок, цепляем рабочую нить и вот так протягиваем.
Все. Теперь немножечко, вообще совсем чуть-чуть я вот так вытягиваю петлю. И я буду сейчас менять цвет. Если вы не будете менять цвет, можете продолжить вязать, ничего не обрезайте. Я буду менять цвет. И сейчас прям вот так совсем чуть-чуть я оставляю здесь пару сантиметров нить и обрезаю ее. И еще вот смотрите, какая у меня работа. То есть вот наш этот печенек весь, он вот такой весь кривой. Но ничего страшного. У вас, если будет так же, не переживайте. То есть смотрите, уже в готовой работе, и при том, что у меня это не заблокировано, не отпарено, не поглажено, ничего. То есть все у меня мотив ровный, поэтому не переживайте, все встанет на свои места. Сейчас вот так крючком мы вот эту петлю тянем и вытянули. Все. Как бы мы ни тянули, мы только сильнее будем затягивать, поэтому не переживайте, у нас ничего не распустится. Сейчас, как я делаю. Вот мы здесь соединились с соединительной петлей. Отсюда выходит наш хвостик. Теперь мы вставляем крючок не в следующий столбик, а в следующий. Вот так вставляем крючок, цепляем наш хвостик и протягиваем его сюда, на лицо. Теперь вставляем крючок в ту петлю, из которой выходит нить. Вот она у нас, эта петелька, из нее вот он выходит хвостик, и он сюда пошел. И мы вставляем крючок в эту петлю, только не сверху, а вот так цепляем крючок снизу. Если вы можете, можно просто вот так сразу подцепить. Но я вот так прям крючком цепляю и вот туда. Все, вот снизу крючок вставил. И теперь вытягиваем вот этот хвостик крючком в эту петлю. Цепляем. И протягиваем. И немножечко затягиваем. Все. И у нас вот этот хвостик лег поверх того столбика, который мы пропустили. И вот у нас получилась косичка, то есть узор как шел, он так и идет. Все. Теперь крючок сзади наперед, вот так под этими первыми столбиками вставляем, цепляем этот хвостик и его сюда назад. Все, это невозможно этому распуститься теперь просто никак. И сейчас вот я буду прятать вместе с вами, чтобы вы просто имели в виду, как это я делаю. Я сейчас покажу, а вы уже потом будете сами иметь в виду, будете делать так же или не так же, как вы знаете, и как вам удобнее, так и делайте. Вот я вставил просто в какую-то там петлю, недалеко от этого хвостика. И вставляю, протягиваю этот хвостик сюда. Опять беру. Вот следующая какая-нибудь петля, чтобы она недалеко просто была. Вставляю крючок, протягиваю. Еще можно в одну. Вставили крючок. Я люблю хвостики сразу прятать. Я не оставляю это на потом. То есть вот у меня мотив, например. У меня он уже потом выходит готовый. Никаких хвостиков здесь у меня ничего нет. Я не люблю потом сидеть 40 минут и ковыряться только с этими хвостиками. Я лучше сразу потрачу 2 минуты, сделаю все. Вот у меня этот хвостик. Хватит этого достаточно. Немножечко его вот так придерживаем. Берем ножницы и вот прям под самый корешок его обрезаем. Все. Расправляем. У нас здесь вообще ничего не видно. Куда все делось, непонятно. И куда мы не будем тянуть, у нас ничего не распустится. Все, вот так завершили второй ряд. Теперь приступаем к третьему ряду. Будем провязывать вот эти наши столбики. Я его буду провязывать другим цветом, вот таким песочным, бежевым, не знаю, как он называется. Будем провязывать в те столбики без накида, которые у нас были в столбике с 2 накидами. То есть вот эти все столбики, которые у нас были в арках, мы их будем пропускать. Вставляем крючок в любой столбик, который у нас в столбике с 2 накидами. Не обязательно начинать с того места, где у нас ряд начинается. То есть вот воздушные петли подъема, то есть вот здесь ряд начинается. Ничего страшного, можно начать с другого места, тут абсолютно вообще ничего не видно. Вот столбик с 2 накидами, в нем столбик без накида. Я вот так вставляю крючок. Теперь беру нить другого цвета, ее вот так цепляю и протягиваю. И вот этот хвостик, чтобы не сильно много его там сзади оставлять, я думаю, что вот этого достаточно, можно даже немножечко вот так его покороче здесь, вот этот хвостик оставить. И теперь мы цепляем крючком сразу вот эти 2 нити, основную и этот хвостик, и протягиваем в эту петлю. И вот так до конца вытягиваем, чтобы хвостик у нас этот вылез. Все, теперь саму нить затягиваем.
И если тянуть за этот хвостик, то мы здесь эту петлю только сильнее затянем. То есть все, нам не нужно будет никаких петель делать. И если вдруг что, это все легко распустится, и у нас не будет никаких узелков. Теперь нам нужно сделать 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. Вот это то, что мы сейчас сделали петлю, она уже у нас будет считаться за воздушную петлю подъема. Столбик с накидом мы заменяем 3 воздушными петлями. Одну сделали, значит еще делаем 2 воздушные петли. Но делаем мы их следующим образом. Вот этот хвостик мы сразу будем прятать. Сейчас этот хвостик я вот так кладу, чтобы он у меня был сверху рабочей нити. Вот так сюда. Придерживаю его. И выполняю уже одну воздушную петлю подъема. То есть вот всего мы уже сделали 2. Теперь опять этот хвостик я назад, сверху рабочей нити. Цепляю нить и провязываю воздушную петлю. Все, и этот хвостик у меня там, получается, мы его как будто, вот как ленточки в косички вплетают, вот мы его туда вплетаем, и он у нас там сзади прячется. И теперь это невозможно никак распустить, то есть это у нас не развяжется, и у нас хвостик аккуратно спрятан, и ничего не видно. Итак, сделали 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. Теперь делаем еще 3 воздушные петли, как арка между столбиками. Я также продолжаю прятать этот хвостик, кладу сверху нити, выполняю 1 воздушная петля, опять хвостик туда, 2 воздушная петля, хвостик опять на нить и 3. То есть мы всего сделали 6 воздушных петель подъема, 3 как столбик, 3 как арка. Теперь выполняем накид, и в следующий столбик, который у нас был в столбике с 2 накидами, то есть столбики, 2 столбика мы пропускаем, которые были в арке, а в следующий столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Раз. Накид провязали и закрыли столбик. Теперь 3 воздушные петли. Раз, 2, 3. Накид. Опять пропустили следующие 2 столбика без накида. И в следующий столбик без накида, который у нас был в следующем столбике, выполняем столбик без накида. Здесь я попал на столбик, который у нас был в воздушных петлях подъема. Вот она здесь, вот эта петля, это была соединительная у нас. А следующая, это вот как раз, это уже был первый столбик. В него вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Все, опять 3 воздушные. Раз, 2, 3. Накид. Пропустили следующие 2, и в следующий столбик, который был в столбике, мы в него провязываем столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. А вот этот хвостик, вот малюсенький, он там совсем остался, он у нас уже весь там спрятан, перекручен, закручен, ничего с ним не будет. Его можно просто сейчас обрезать. Я беру ножницы и вот так прям под корень этот хвостик вот так аккуратненько обрезали. Все. То есть это у нас сейчас туда затянется. Смотрите, ничего абсолютно не видно, куда этот хвостик ушел. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, провязали 3-й ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Вот она у нас была. Раз, 2, 3-я воздушная петля. И мы цепляем вот за дальнюю. Вот у нас косичка из половинок. Мы не за первую, а за вторую половинку вот так цепляем и вставляем крючок туда-назад. И протягиваем вот так соединительную петлю. То есть мы соединительные соединились, грубо говоря, за 2 половинки косички. Потому что если за одну половинку соединяться, иногда она растягивается, получается большая дырка. А так у нас все плотненько. И теперь я также вытаскиваю крючок, беру ножницы и обрезаю. Оставляю вообще всегда я чуть-чуть. И теперь мы крючком эту нить вот так вытягиваем. Все. Теперь я также вставляю крючок. Можно в следующую петлю вставить. Я прям в саму арку вставляю крючок, вытягиваю эту нить. И теперь вставляем крючок в ту петлю, из которой выходит эта нить. Вот так снизу вставляем крючок и протягиваем этот хвостик в эту петлю. Все,
у нас все тут затянуто. И теперь этот хвостик вот так, он здесь под столбиками следующего ряда у нас спрячется. Можно на всякий случай просто в следующую петлю вот так протянуть этот хвостик один раз, грубо говоря, контрольная такая, на всякий случай. И все. Все, далее мы его уже прижмем и спрячем под столбиками следующего ряда. Ничего страшного, и этот хвостик вот так можно сделать покороче, его обрезать. Все, и таким образом наш третий ряд завершен. И не переживайте, у меня тоже все криво, если вдруг у вас криво. Сейчас в четвертом ряду мы будем провязывать вот эти группы столбиков. Это у нас столбики с двумя накидами с общей вершиной. То есть мы провязываем 4 столбика с двумя накидами незавершенные и делаем им общую вершину. И между такими группами у нас будет здесь 4 воздушные петли. Можно начать вязать с любой арки. Вот у меня здесь самая первая арка, которая, если вы вяжете одним цветом, то вы делаете соединительную петлю прям сразу в арку. Я начну вот с предыдущей арки, чтобы у меня просто работой вот так идти и вот это все дело сейчас замкнуть. Я в арку вставляю крючок, цепляю нашу нить и протягиваю. В эту петельку теперь, сейчас я вот так немножко подтяну, чтобы у меня хвостик не сильно длинный здесь получался. Все. Вот эту петлю теперь мы цепляем вот эти две наши нити, то есть хвостик и рабочую нить, и протягиваем. Вот так крючком все это дело вытаскиваем, пока у нас хвостик не вылезет. Все. Теперь вот эту петлю, которая получилась, она у нас съехала в центр. Мы ее сюда к краю просто вот так пальцами подвигаем. Все. Вставляем крючок в петлю. И за этот хвостик можно вот так потянуть, чтобы у нас петля затянулась. Все, этот хвостик вот так назад, и мы сейчас под столбиками его спрячем. Сейчас выполняем еще 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Это мы выполнили столбик с двумя накидами. 2 накида. И в эту арку, вот, пряча хвостик, мы его будем сейчас под столбиками, провязываем столбик с двумя накидами, но не до конца. Вставляем крючок в арку и провязываем столбик с двумя накидами. Все, вот так, не до конца. Мы его не закрываем. У нас на крючке 2 петли. Опять 2 накида. Сюда же, в эту же арку опять берем, вставляем крючок и провязываем. Вот так, не до конца. У нас уже 3 петли на крючке и 3 столбика получается. 2 накида и опять сюда же, в эту же арку, столбик с двумя накидами. Не до конца. У нас 4 петли, и теперь мы их все вместе закрываем. Вот так, все, вот мы выполнили столбики с двумя накидами с общей вершиной. Теперь вот этот хвостик можно сейчас сразу обрезать. Прям вот так его берем. И под корень его можно вот так обрезать. Все. Он потом у нас здесь столбики чуть-чуть сдвинутся, и он туда, этот хвостик, вообще спрячется. И так уже ничего не видно. Теперь выполняем после столбиков 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. 2 накида на крючок. И уже в следующую арку, это у меня как раз та самая первая арка, сейчас этот хвостик я спрячу. Провязываем столбик с двумя накидами, но не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке, 2 накида, опять в эту же арку, столбик с двумя накидами, не до конца, у нас уже 3 петли, 2 накида, уже 4 петли, 2 накида, 5 петель на крючке, и все вместе вот так за один прием провязываем. И все, вот этот хвостик у нас спрятался. Вот так у нас здесь столбики расправятся. Далее опять 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. И в следующую арку мы провязываем 4 столбика с двумя накидами, незавершенные. И делаем им общую вершину. Петель провязываем вместе, затем 4 петли и в следующую арку 4 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 4 ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли и соединяемся просто вот в вершину нашей самой первой группы столбиков, просто соединительной петлей. И сейчас вот я вытянул немножечко петлю и обрезаю эту нить, оставляю как обычно сантиметра 2, совсем чуть-чуть. Теперь крючком мы вытягиваем вот так нить. Все. Далее
Вот так прям обхватываем вот это вот все наше волшебство крючком, точнее, ну, нить. И вставляем крючок, как обычно, вот так снизу, в ту петлю, из которой выходит нить. Вставили крючок, цепляем нить и ее туда мы протягиваем. Все, у нас тут все затянуто. И сейчас хвостик этот я туда назад протягиваю. Все, далее можно его просто еще в одну какую-нибудь петлю сюда сейчас даже наверх вытянуть, этот хвостик. И под столбиками следующего ряда вот так мы его проложим и спрячем, чтобы сильно длинный хвостик не был. Я сейчас вот так его здесь отрежу. И пусть вот этот шманделок здесь болтается, мы его спрячем. Работа, как видите, здесь кривая, но ничего страшного, у нас в дальнейшем все будет ровно. Вы даже можете просто руками вот так сейчас растянуть. У нас все столбики встанут на свои места, все растянется так, как нужно. И даже видите, уже у нас все ровно. Вот она, работа лежит ровно. Сейчас мы приступаем к 5-му ряду. Мы будем вязать вот эти наши, вот который здесь ряд белым цветом. Вот эти все наши кольца, это все вяжется одним рядом. Если вы вяжете одним цветом, то вы сейчас находитесь здесь, выполняете одну воздушную петлю подъема и столбик без накида сюда же, в вершину вот этих столбиков с общей вершиной. А я меняю цвет и я вставляю крючок также в вершину этих наших столбиков, цепляю новую нить, протягиваю ее, чтобы у меня не сильно здесь хвостик был длинный, немножечко его подтягиваю. Все, теперь эти две нити я цепляю и протягиваю в эту петлю, вытаскиваю все вместе. Все, вот этот хвостик сейчас у меня будет спрятан вот здесь под столбиками. Мы будем вязать вместе с хвостиком предыдущего ряда. Я его сейчас еще даже немножечко обрежу. И этот хвостик можно немножечко вот так подтянуть, чтобы у нас здесь вот эти петельки все нормально были здесь затянуты. Все. То есть здесь, считайте, я сейчас сделал одну воздушную петлю подъема. Вставляю крючок опять сюда же в вершину этих столбиков и провязываю столбик без накида. Вот так. Теперь в следующую арку, и я сразу буду прятать вот эти хвостики, нам нужно провязать 5 столбиков без накида. Вставляем крючок в следующую арку и провязываем столбик без накида. Хвостики немножечко сюда сейчас. Все, столбик без накида. Первый. Опять крючок в арку, столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый и пятый. То есть мы провязали столбик без накида в вершину и 5 столбиков без накида в арку. Вот эти у меня там сейчас болтаются наши шманделки. Сейчас я их обрежу сразу, чтобы они мне не нервировали. Вот так берем прям под корень их. И все. У нас здесь ничего не болтается. Все, далее возвращаю крючок в петлю. Так, провязали столбик без накида в вершину, 5 столбиков в арку. Теперь в следующую вершину также провязываем столбик без накида. Теперь выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот смотрите. Вот мы сейчас, грубо говоря, провязали столбик без накида, 5 столбиков и столбик без накида в вершину. Вот мы сделали 10 воздушных, сейчас мы назад возвращаемся. Вот она моя работа. Сейчас разворачиваем работу наизнанку, вот так. И выполняем соединительную петлю в самый первый столбик без накида. Он у нас вот здесь был в вершине наших столбиков. Вот он здесь, он у нас. Мы в него вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. То есть вот так нить сцепляем и сразу через все петли провязываем. Все, вот у нас получилось вот такое кольцо. Сейчас опять я поворачиваю работу на лицо. Вот так. То есть нить у меня сейчас сверху работы получилась. И я ее вот туда сейчас вот так назад перед петлей кладу.
И сразу же вот в эту следующую арку, цепочку, которую мы провязали, нам нужно выполнить 17 столбиков без накида. Прям сразу же выполняем. Первый. Вот здесь наш первый столбик, он немножечко будет так вот, такой прижатый, лежа здесь петля. Вот один столбик провязали. И вы прям за саму арку вот так держите, а в эту тяните, чтобы они у нас все столбики вместе сбивались, потому что, ну, чтобы места хватило в эту арку заполнить 17 столбиков. Так, один провязали. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик без накида. Вот мы провязали в одну арку. Можно вот так пальчиками немножечко все это волшебство расправить. То есть все здесь места хватает, чтобы впихнуть все эти 17 столбиков. Теперь, вот получается, в эту вершину столбиков мы уже сделали столбик без накида. Теперь выполняем сразу же в следующую арку 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Теперь выполняем столбик без накида в вершину следующих столбиков. В следующую арку 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. В вершину следующих столбиков также столбик без накида. И теперь мы выполняем вот это кольцо. То есть между кольцами у нас будет просто вот такое разделение. А уже со следующей мы опять вяжем кольцо. Сейчас выполняем 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем работу наизнанку. Вот так. И выполняем соединительную петлю в самый первый столбик без накида. Ну, в нашем случае сейчас, который в предыдущей вершине столбиков был. Вот мы сейчас здесь, и вот он. Вот она, эта вершина столбика. Вот он, этот столбик. В него. Ну, если вам непонятно, можете вот так перевернуть, посмотреть. Вот он, этот столбик в вершине вот этих столбиков. Вот он. То есть вот в него мы выполняем. Вот здесь видно вот эти две петельки такие. Это столбик вот этот. И мы в него выполняем соединительную. Вот наше кольцо. Теперь разворачиваем на лицо опять. Вот так. У нас нить получается спереди нашей работы. И мы ее вот туда в угол между петлей и крючком. Вот так туда чуть-чуть подальше протягиваем. И поближе к петельке. И в это уже, в наше кольцо получившееся, провязываем 17 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик без накида. Теперь сразу же в следующую арку 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида в вершину следующей группы столбиков. В следующую арку 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5.
столбик без накида в вершину следующей группы. И у нас опять мы сейчас провязываем вот такое наше кольцо. То есть 10 петель, столбик без накида в столбик без накида, который был в предыдущей вершине. И затем выполняем 17 столбиков без накида в это получившееся кольцо. Все. И вот такой ряд у нас, вот как здесь белый, вот такой ряд у нас получится. Вяжем таким образом до конца. Итак, провязали 5-й ряд до конца, выполнили здесь в последнюю арку 5 столбиков без накида. И теперь соединяемся с первым столбиком. Вот у нас здесь был вот этот первый столбик, и здесь вот видно воздушная петля подъема. Мы вот так сюда прям, получается, под нашим вот этим кольцом вставляем туда крючок и выполняем соединительную петлю. Вот так. Все. Теперь я, как обычно, я буду менять цвет, обрезаю и крючком вытягиваю вот эту всю нить, что у меня здесь остался хвостик. И теперь хвостик вот так назад и крючком здесь просто под первый столбик вставляю, цепляю наш этот хвостик и наперед протягиваю. Все. И здесь также в ту петлю, из которой у меня этот хвостик выходит, вот здесь я снизу вставляю крючок и протягиваю его сквозь эту петлю. И сейчас немножечко вот так просто затянули. И теперь обратно здесь вставляем под столбиками крючок, этот хвостик назад, вытягиваем. Все, и сейчас также под петельками я его спрячу и обрежу. Вот я его просто здесь под 2 какие-то там петли протянул. И сейчас хвостик обрезаем. Все, у нас здесь все растянется и ничего не будет видно. В 6-м ряду мы будем провязывать вот такие столбики с накидом и будем формировать вот такую угловую петлю. Если вы вяжете одним цветом, то сейчас выполните соединительную петлю в первый столбик без накида, который у нас был в кольце. Он здесь у нас немножечко такой лежачий, корявый, но вот он здесь виден. Самый первый столбик без накида. И вот на любом другом кольце, вот он здесь поменьше немножечко у меня получился, но его можно здесь найти. Вот здесь такого хорошего размера вышел. То есть самый первый столбик без накида в кольце. И я сейчас также меняю цвет, вставляю крючок в этот самый первый столбик без накида. Не знаю, какое-то любое кольцо я здесь выбрал сейчас, что попалось под руку. И в самый первый столбик без накида вставили крючок, цепляю нить, протягиваю ее сюда. И теперь вот здесь хвостик у меня небольшой. И сейчас вот эти 2 нити и хвостик я, как обычно, цепляю и протягиваю в эту петлю. Вот так полностью все вытягиваю. Теперь за вот этот хвостик можно потянуть и немножечко нашу здесь петлю эту затянуть. Теперь нам нужно выполнить первый столбик с одним накидом. Мы его заменяем, выполняем 3 воздушные петли подъема. Вот здесь у меня уже 1 воздушная петля, грубо говоря, есть. Теперь выполняю вторую. При этом вот эту нить я кладу сверху рабочей нити, чтобы его, грубо говоря, вплести как косичку. И выполняю воздушную петлю. Вторая. Еще нужна 3-я. Я опять хвостик кладу сверху рабочей нити и протягиваю воздушную петлю. Вот я выполнил 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Теперь нужно выполнить еще 2 воздушные петли, как арка. Я также хвостик этот прячу, кладу сверху рабочей нити, провязываю еще 1 воздушная петля и еще 1 воздушная петля. То есть я выполнил столбик с одним накидом и 2 воздушные петли. Теперь выполняю накид, пропускаем следующий столбик без накида. Вот мы отсюда выходим, следующий пропустили, и в следующий провязываем столбик с накидом. Вот этот хвостик я сейчас сразу обрежу. Возвращаю крючок в петлю. Опять выполняем 2 воздушные петли. Накид. Пропустили следующий столбик и в следующий столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные. Накид. Пропустили следующий и в следующий столбик с накидом. И так провязываем вот это все кольцо.
Вот так. Все, что здесь у нас получится. У нас всего должно получиться 9 столбиков с одним накидом. И между ними по 2 воздушные. 2 воздушные. Накид. Пропустили один столбик и в следующий столбик с одним накидом. 2 воздушные. Столбик с накидом. Один пропустили в следующий. 2 воздушные, извиняюсь. Накид. Одну пропустили. И в следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Накид. Один пропустили в следующий. 2 воздушные. Накид. Один пропустили. И в следующий, он у нас на кольце получается самый последний, 17 столбик, который у нас был. В него также столбик с одним накидом. То есть вот так у нас здесь получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с накидом и между ними по 2 воздушные петли. Теперь мы сразу же, без всяких воздушных петель, выполняем накид. Вот эти столбики пропускаем. И в самый первый столбик, который у нас уже на следующем кольце, вот он у нас здесь, чуть-чуть такой боковой, лежачий, мы в него вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. И нам нужно провязать 5 столбиков с накидом. Так, и между ними по 2 воздушные. Первый столбик провязали, 2 воздушные. Накид. Один пропустили, в следующий. Столбик с накидом. 2 воздушные. Накид. Один пропустили, в следующий. Вот третий столбик. 2 воздушные. Накид. Один пропустили, в следующий. Это 4-й столбик получается. 2 воздушные. Накид. Один столбик пропустили и в следующий также столбик с накидом. Он у нас здесь получается 5-й столбик. Вот 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот мы сейчас провязали вот это кольцо. 9 столбиков с накидом. И теперь вот здесь мы провязали 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас мы будем формировать вот такое кольцо. Выполняем 11 воздушных петель. Сразу вот после 5-го столбика 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот так. Теперь разворачиваем наизнанку вот таким образом нашу работу. И вот в этот самый последний 5-й столбик, который мы провязали с накидом, в его вершину мы выполняем соединительную петлю. Вставили крючок и протягиваем через все петли вот нашу нить. Теперь разворачиваем опять на лицо, вот так. И как мы вот эти уже кольца здесь вязали, вот сейчас нить туда, поближе к крючку, между крючком и петлей, туда ее, эту нить. И теперь в это кольцо нам нужно провязать 19 столбиков без накида. Вставляем крючок, провязываем столбик без накида. 1, опять в кольцо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 столбик без накида. Можно немножечко вот так пальцами их все расправить, но они и так здесь нормально у нас лежат. Все, провязали в нашу петлю 19 столбиков без накида. Вот что у нас здесь получается. Теперь сразу же после вот этого 19 столбика без накида выполняем накид, пропускаем следующий столбик, то есть вот где мы столбик с накидом выполнили, мы следующий пропускаем, а уже в следующий выполняем столбик с накидом. То есть вот так. По сути, по рисунку у нас между вот этими столбиками должно быть 2 петли, потому что у нас везде между столбиками по 2 петли. Но так как мы здесь вязали кольцо, и у нас здесь получается такое расстояние,
то эти 2 воздушные петли не нужны. Но вы имеете в виду, что здесь у нас как будто бы арка, вот так, как будто это арка 2 воздушных петель. Просто если мы по рисунку сделаем также 2 воздушные петли, вот как мы здесь между столбиками делали, у нас здесь дырень получится огромная. То есть по схеме там после вот этого кольца еще 2 воздушные. Но я их сделал, я понял, что они не нужны, потому что очень большая дырка, некрасиво получается. И я сразу после вот этих столбиков выполняю столбик с накидом. Вот один пропустили, столбик с накидом сделали. Все, теперь уже дальше по рисунку, как мы и вязали. 2 воздушные. Раз, два. Накид. Пропустили. Один столбик. И в следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Накид. Опять пропустили один. В следующий столбик с накидом. Опять 2 воздушные. Накид. Один пропустили, в следующий столбик с одним накидом. То есть и здесь у нас получились вот такие же столбики, как и здесь. То есть их тоже 9. Вот, раз, два, три, 4, 5. И мы довязали еще 4 столбика. Только здесь у нас формируется вот такой угол. И у нас вот такая здесь петля. Все, а дальше, вот у нас, например, мы угол сформировали, довязали. Следующее у нас просто столбики. Потом следующее опять угол, следующие столбики, следующее угол. Вот мы провязали просто столбики, угол, теперь опять просто столбики. То есть здесь после последнего столбика выполняем накид. Ищем самый первый столбик, который был на кольце. Он у нас здесь вот такой корявый лежачий столбик. Вставили крючок в него, провязали столбик с накидом. 2 петли. Один пропустили, опять столбик с накидом. 2 петли. Один пропустили, столбик с накидом. Я уже здесь вязать не буду. Если вдруг вы запутались, вы перемотайте тогда на начало и провяжите все то же самое сначала. Здесь уже у нас повторяется. Сейчас просто столбики, а на следующем кольце уже будет вот такой угловой элемент. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 6-й ряд до конца, выполнили последний наш угловой элемент. Здесь вот последние 4 столбика после этого кольца. И после последнего столбика мы соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. То есть вот отсчитываем, здесь 2 петли у нас была арка. И здесь следующая, это 3-я воздушная петля подъема. Мы в нее вставляем крючок, вот так. И соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 7-му ряду. Сразу же без всяких воздушных петель в следующую арку выполняем столбик без накида. Вот так. Затем выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Столбик без накида в следующую арку. И так провязываем все вот эти арки на вот этом нашем кольце. 3 воздушные и столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3. И в следующую арку столбик без накида. Раз, два, 3. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3. Столбик без накида. И последний раз, вот у нас здесь последняя арка между последними 2 столбиками. Раз, два, 3, столбик без накида. Все, то есть получается на самом вот этом полукруге, вот у нас в первой арке столбик без накида и в последней арке столбик без накида. И между ними у нас раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 арок по 3 воздушные петли. Здесь после столбика без накида, который мы выполнили, мы выполняем сразу же в следующую арку также столбик без накида. То есть здесь вот эти у нас столбики идут вот так вместе. Мы их пропускаем и в следующую арку столбик без накида. То есть у нас здесь идет 2 подряд столбика без накида. На вот этом угловом элементе мы выполняем арки по 2 воздушные петли. Раз, два. И в следующую арку столбик без накида. И выполняем 3 таких арки. Вот одну сделали, вторая, раз, два, столбик без накида. И 3-я арка 2 петель. Раз, два, столбик без накида. То
То есть вот получается от места, где мы выполнили 2 столбика без накида подряд, у нас идет 1, 2, 3 арки по 2 петли. После вот этого столбика без накида, который мы только что сделали последний, выполняем столбик без накида в первый столбик без накида, который у нас на кольце. Он у нас здесь такой корявенький, как и здесь были столбики на вот этих кольцах. Вот здесь видно маленькая петелька. То есть вот они, 2 петли. Это вот основание столбика без накида. И маленькая здесь угловая петля. Мы в нее вставляем крючок и провязываем столбик без накида. То есть у нас здесь также идет 2 столбика без накида подряд в арку и в первый столбик, который на вот этом кольце. Затем 2 воздушные. Пропустили следующий столбик. Вот мы отсюда выходим, следующий пропустили и в следующий столбик без накида. Опять 1, 2 воздушные, следующий пропустили и в следующий столбик без накида. 1, 2, 1 пропустили в следующий. И так провязываем все столбики. 2 воздушные, 1 пропустили и в следующий столбик без накида. 1, 2, пропустили 1 в следующий столбик без накида. Здесь немножечко может быть туго, потому что очень много столбиков. И они у нас здесь туго связаны все. Поэтому немножечко может быть сложновато протыкать крючком. 1 пропустили в следующий столбик. Раз, 2, это последняя арка 2 петель. Вот мы пропускаем следующий столбик и следующий крайний, он у нас 19 получается, на этом кольце, который был, в него столбик без накида. И получается на самом этом кольце, точнее, на этом угловом элементе у нас идет, вот здесь у нас 2 подряд столбика без накида в начале и пошли арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 арок по 2 воздушные петли. Возвращаю крючок в петлю, затягиваю. Так, сделали столбик без накида в последний столбик без накида, который на кольце. Теперь у нас здесь на углу шло 2 столбика подряд в арку и в самый первый столбик. Здесь то же самое получается, а в самый последний столбик и тоже в арку. Но не вот в эту следующую арку, а вот эту, которая у нас должна была быть, но мы ее не делали. Просто вот в этот промежуток между кольцом и вот следующим столбиком, прям сюда вставляем крючок и провязываем столбик без накида. А затем у нас идут 3 подряд арки по 2 петли. 1, 2, столбик без накида в следующую арку. 1, 2, столбик без накида в следующую. 1, 2, столбик без накида в следующую. И вот у нас как раз получилось 3 арки по 2 воздушные петли. Как и здесь, с этой стороны тоже 3 арки. Здесь после последнего столбика у нас идут вот эти 2 столбика вместе. Мы их пропускаем и сразу же выполняем столбик без накида уже в следующую арку. То есть в первую арку нашего вот этого полукруга. Столбик без накида. И здесь уже пошли арки по 3 петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть на вот этих полукругах у нас арки по 3 воздушные петли. А на угловых элементах арки по 2 воздушные петли. Если вдруг вы запутались, вы перемотайте видео на тот момент, где мы вот здесь начали провязывать. И уже будете провязывать тогда следующий угол. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 7 ряд до конца, выполнили здесь последний столбик без накида. И с самым первым столбиком, вот он здесь у нас был, мы с ним просто соединяемся соединительной петлей. И теперь я также вытягиваю немножечко нить и обрезаю ее. И если вы вяжете даже одним цветом, я думаю, что тоже вам нужно обрезать нить сейчас в этом месте, потому что следующий ряд у нас должен начинаться вот с центральной арки в этом месте. То есть в этом ряду
в этом месте у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арок. Получается, 4-я арка, она в самом центре. Вот 1, 2, 3 с этой стороны, 1, 2, 3 с этой, 4-я в этом месте, в центре, и мы с нее должны начинать. Поэтому, я думаю, будет проще обрезать нить, привязать и уже начать ряд следующий с этого места. Либо же вы можете соединительными петлями вот так в каждую петлю проходить и дойти до этой арки. Ну, я, как обычно, вытягиваю сейчас вот этот хвостик. И сейчас буду его прятать, как обычно. Прячу все, протягиваю хвостик. И сейчас крючок вставляю вот в эту петлю, откуда выходит нить, снизу. Вот, вставил крючок и протягиваю петлю туда вниз. Все, затягиваю. И сейчас также крючком назад сейчас этот хвостик. И сквозь петли и столбики сейчас я его спрячу и обрежу, как обычно. В 8-м ряду будем вязать сейчас вот такие сложные столбики. Это один столбик такой в виде буквы Ж, скажем так. То есть вот это все, что синим цветом сейчас, будем провязывать. Итак, берем нить и берем наш мотив. На вот этом среднем полукруге ищем центральную арку. Вот она у нас здесь. То есть по краям от нее у нас остается 3 арки. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Вот она центральная. Я в нее вставил крючок, беру нить, протягиваю. Вот зацепил, протягиваю. Здесь также небольшой хвостик я вот так оставляю. И сейчас эти две нити, хвостик и саму нить, протягиваем в эту петлю вот так до конца, пока хвостик этот не вылезет. Все, хвостик вот так придерживаем и нить затягиваем. И также за сам этот хвостик подтягиваем. Все, затянули. Теперь этот хвостик вот так сюда назад, сверху рабочей нити кладем. И сюда, в эту же арку, где мы сейчас соединились, провязываем столбик без накида. Вот так. А наша нить здесь полностью закреплена. Теперь нам нужно провязать 3 воздушные петли. Вот этот хвостик кладем сверху рабочей нити и провязываем воздушную петлю. Раз. Опять хвостик сверху нити. Вторая петля. Хвостик сверху нити. И третья петля. Все, мы этот хвостик в нашу косичку спрятали. Теперь, то есть мы провязали столбик без накида и 3 воздушные петли. Теперь выполняем накид и в следующую арку провязываем столбик с одним накидом. Вот, провязали столбик без накида, 3 петли, столбик с накидом. Теперь выполняем 2 воздушные. Выполняем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем следующую арку и в следующую арку провязываем столбик с 2 накидами. Вот, вставили крючок, вытягиваем нить и провязываем только 2 накида. 1, 2. Вот это у нас все остается на крючке. То есть здесь 1, 2, 3, 4 и вот наша 5-я. 5 петель сейчас на крючке. Теперь выполняем накид. То есть это мы провязали столбик с 2 накидами незавершенный. Выполнили накид. Пропускаем следующую арку и в следующую провязываем столбик с одним накидом не до конца. То есть вытянули петлю и провязываем вот только один накид. У нас уже столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом, незавершенный. Теперь делаем 2 накида. Пропускаем следующую арку и в следующую, она уже первая на этом полукольце, в нее провязываем столбик с 2 накидами. Вытянули петлю, провязываем 1 накид, 2 накид. Вот, обратите внимание, у нас здесь связано 3 столбика с 2, с одним и с 2 накидами, но они не завершенные. Теперь мы провязываем вот эти все 3 столбика вместе и одну петлю, один накид следующий. То есть вот эти 4 петли мы вместе сейчас провязываем. Накид и провязываем. 1, 2, 3, 4. Вот так. А теперь закрываем по 2 петли по очереди. 1, 2,
накид, раз, два, накид и раз, два. Теперь выполняем 2 воздушные петли. 2 накида на крючок. И провязываем столбик с 2 накидами в центр вот этих наших 3 столбиков. Сейчас находим 3 петли наших столбиков. Вот он, первый столбик, вот его петля. Следом идет вторая петля, это уже столбик с накидом был. И следом третья петля следующего столбика с 2 накидами. Вот так вставили крючок, цепляем нить, вытаскиваем ее. И теперь по 2 закрываем. Раз, два, три. Опять 2 воздушные петли. 3 накида на крючок. И опять в центр провязываем столбик с 3 накидами. Ищем, вот он наш столбик, вот она петля, следующая петля и следующая. И провязываем столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Закрываем. Вот получился у нас вот такой сложный столбик в виде буквы Ж. То есть получается, мы сначала набрали 5 накидов на крючок. Вот у нас эти 5 накидов. 2 накида мы провязали, потом сделали накид, провязали 1 накид, опять 2 накида провязали. Затем мы закрыли вот эти 3 столбика и 1 накид, а потом все накиды и все петли пополам, по очереди закрывали по 2. 2 воздушные, столбик с 2 накидами, 2 воздушные и столбик с 3. То есть так как у нас было 5 петель, 5 накидов здесь, у нас получается здесь 2 накида мы провязали и здесь 3. Получается здесь столбик с 2 накидами, а здесь столбик с 3. Поэтому мы здесь сделали с 3 накидами крайне. Вот так 3 и 3. Здесь 2, 2, 2, только тут 1. Далее, после этого сложного столбика выполняем 2 воздушные. Накид. Пропускаем следующую арку и в следующую столбик с накидом. 2 воздушные. В следующую арку столбик без накида. Следующая арка у нас самая угловая. Нам нужно сделать уголок. Провязываем 2 воздушные. И в эту арку столбик без накида. Сейчас делаем уголок 2 воздушные. И опять столбик без накида сюда же. Вот так. То есть вот у нас идет столбик с накидом, 2 петли. Столбик без накида, 2 петли. А в угловую самую арку столбик, 2 петли, столбик. Теперь 2 воздушные. И в зеркальном отображении вяжем столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные, столбик с накидом в следующую арку. После столбика с накидом у нас идет 2 петли. Пропускаем одну арку и в следующую у нас уже идет вот этот сложный столбик. Выполняем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем следующую арку и в следующую выполняем столбик с 2 накидами. 1, 2. Накид. Пропускаем следующую и в следующую столбик с накидом. 2 накида. Пропускаем следующую и в следующую столбик с 2 накидами. Теперь сейчас закрываем все 3 столбика вместе и 1 петлю. 1, 2, 3 столбика и 1 петля. И теперь по 2. 1, 2, 3. 2 воздушные. 2 накида. Столбик с 2 накидами, центр этого сложного столбика. Вот так идет наш столбик. Первая петля, вторая
и здесь третья. И мы в них провязываем столбик с 2 накидами. Затем 2 воздушные. Столбик с 3 накидами опять в этот же центр. 1, 2, 3. И вот за 3 петли провязываем столбик с 3 накидами. Все, провязали наш этот сложный столбик. Затем 2 воздушные. Накид. Пропустили следующую арку и в следующую столбик с накидом. В этом месте выполняем 3 воздушные. То есть у нас в начале ряда, вот где мы в центральной этой арке, у нас тут столбик без накида, и от него по 3 воздушные, 2 арки. Во всех остальных местах у нас здесь везде по 2 воздушные. Сейчас 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида, вот в эту среднюю арку здесь. Опять 1, 2, 3, и уже в следующую арку столбик с накидом. Вот, то есть где у нас столбик без накида в центре, только тут по 3 воздушные, во всех остальных местах по 2 воздушные. Далее у нас 2 воздушные, и у нас уже раппорт повторяется. Мы одну арку пропускаем, и начиная со следующей, мы уже провязываем вот этот наш сложный столбик. Если вы запутались, я понимаю, этот ряд очень сложный, его сложно объяснить, сложно связать, поэтому вы перемотайте на это место, на начало, где мы после столбика с накидом выполняли 2 воздушные петли, и провяжете вот этот сложный столбик вот в этом месте. Затем у нас идет вот этот угловой элемент, также угловой элемент. И таким образом провяжем ряд до конца. Провязали 8 ряд до конца, выполнили здесь последний столбик с накидом, 3 воздушные петли и соединяемся с нашим самым первым столбиком без накида, просто соединительной петлей. Вот этот хвостик, который у меня там в самом начале болтался, я его сейчас под корень прям обрежу. Мы его там уже вплели в воздушные петли, спрятали. И сейчас еще под столбиками следующего ряда он у нас замкнется еще сильнее, поэтому я его прям вот так обрезаю. Возвращаем крючок в петлю, затягиваем. Все. Теперь приступаем к 9 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же столбик, выполняем столбик без накида. Следующая арка у нас была из 3 воздушных петель. Мы в нее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В следующий столбик провязываем столбик без накида. Следующая арка у нас была из 2 воздушных петель. Мы в нее провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. В следующий столбик, вот в этот, выполняем столбик без накида. Следующая арка из 2 петель, 2 столбика вяжем. 1, 2. То есть мы повторяем количество столбиков такое же, как у нас были и арки. И в каждый столбик вяжем по 1 столбику. Вот до угла так. Вот следующий столбик, 1 столбик. Теперь 2 столбика в арку. 1, 2. В следующий столбик, столбик 1. В следующую арку 2 столбика. 1, 2. В следующий столбик 1 столбик без накида. В следующую арку 2 столбика. В следующий столбик 1 столбик. В следующую арку 2 столбика. В следующий столбик 1 столбик. И следующая арка, она у нас была самая угловая, формировала наш угол. И мы в эту арку, она у нас из 2 воздушных петель, но мы в нее провязываем 3 столбика без накида. В эту одну арку. 1, 2, 3. Все. Далее вяжем в зеркальном отображении. Сразу же в следующий столбик 1 столбик. В следующую арку 2 столбика. Следующий столбик, столбик. Потом 2 столбика.
И таким образом провязываем ряд до конца. Только в угловые арки вяжем 3 столбика без накида. Во все остальные мы просто повторяем. Если арка 2 петель, то 2 столбика. В каждый столбик по 1 столбику. Только вот в этом месте у нас были арки по 3 петли, мы в них и вяжем по 3 столбика без накида. Ну и здесь по 1 столбику. Тут по 3. Провязали ряд до конца, выполнили последние 3 столбика без накида. И теперь с самым первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. Как обычно, вот так я вытаскиваю немножечко и обрезаю. И сейчас сразу вам скажу, сколько у нас должно быть столбиков без накида. На каждой стороне у нас должно быть 47 столбиков. Но не считая самые угловые. То есть если у нас в углу вот так идет 3 столбика, получается один идет на одну сторону, а другой идет на другую сторону. А вот этот центральный, он идет на угол. И вот я его не считаю, то есть от этого углового до этого углового должно быть 47 столбиков на каждой стороне. А здесь я петлю вот так вытаскиваю. Сейчас продеваю крючком не в следующий столбик, а в следующий. Вытягиваю нить. Вставляю крючок, как обычно, в ту петлю, из которой нить выходит, и ее туда протаскиваю. Все, и здесь у нас такая же косичка идет, как и должна быть. Все, а сейчас эту нить назад вытянули под петли, прячем ее крючком и обрезаем. Все, вот здесь я ее под столбиками продел. И сейчас обрезали. Руками вот так немножечко расправляем наш квадрат. И сейчас будем приступать к последнему ряду. Последний ряд я буду обвязывать белым цветом. Вставляем крючок. Или если вы тем же цветом вяжете, вы сейчас вот находитесь здесь, в этом первом столбике. И вы выполняете 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. То есть мы начинаем с этого центрального нашего столбика. Я же здесь сейчас вставляю в этот столбик крючок, цепляю нашу нить, продеваю через эту петлю. Все. И сейчас этот хвостик я вот так под столбиками просто спрячу. Сейчас я затяну. Вот так. Все. То есть это здесь уже одна петля есть. Я выполняю еще 2 воздушные петли подъема. Это у меня первый столбик с одним накидом. Накид. И у нас следом идет 3 столбика без накида были. И мы в каждый вяжем просто по 1 столбику без накида. Раз. 2. 3. Следом также столбик без накида. В общем, грубо говоря, здесь мы просто вяжем по столбику с одним накидом в каждый столбик абсолютно. То есть повторяем все наши вот эти столбики, кроме угла. Как мы выполняем на углу, я сейчас вернусь и покажу. А здесь сейчас самостоятельно до угла просто провяжем вот эти столбики по 1 столбику в каждый столбик. Итак, вот я провязал столбики с одним накидом до углового элемента, здесь до угла. И также хвостик я прятал под столбиками, то есть вот здесь абсолютно ничего не видно. Все, возвращаю крючок в петлю. Вот смотрите, я дошел до того места, где у нас в арке было 3 столбика без накида. Итак, вот в первый из этих столбиков мы провязываем 1 столбик просто. Он у нас идет на сторону. Следующий столбик, второй, угловой, он у нас к углу относится, и мы в него провязываем 3 столбика с одним накидом. Накид. И в этот 1 столбик угловой провязываем 3 столбика. Раз. Сюда же 2. Накид. И сюда же 3 столбик с одним накидом. Все, вот мы развернулись, накид. И уже в следующий столбик, который был 3, мы в него провязываем 1 столбик. И далее пошли вязать просто по 1 столбику в каждый столбик. Только в угловые идет 3 столбика, в остальные по 1 столбику. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, выполнили все столбики. И теперь
в третью воздушную петлю подъема мы соединяемся просто соединительной петлей. Теперь я обрезаю нить, вытягиваю ее и протягиваю не в следующий, а в следующий столбик из той петли, из которой выходит нить, вставляю крючок снизу и продеваю туда этот хвостик. Все, и здесь у нас вот такие косички. Все, теперь этот хвостик назад и спрячем его и обрежем маленький кусочек. Если будете вязать что-то по моим мастер-классам, то обязательно отмечайте меня на своих фотках в Инстаграм хэштегом «Вяжу с Дуду». Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим видео. Я лайкаю ваши работы, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам было полезным, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.